Добрый день. По условию задачи нашей функции в качестве параметра передается строка, и мы должны заменить каждый элемент этой строки в соответствии с правилом. Если элемент строки, исходной строки, вне зависимости от регистра, встречается в нашей исходной строке более одного раза, то мы должны заменить его на символ закрывающей скобки. Если он встречается, соответственно, в нашей строке один раз, мы заменяем его на символ открывающейся скобки. Соответственно, эту строку мы должны вернуть. Давайте создадим копию нашей строки в нижнем регистре. Назовем ее точно так же Word, то есть просто перезапишем. И, соответственно, переводим все к нижнему регистру с помощью метода lower. И далее, собственно, будем возвращать следующий результат. То есть создаем list comprehensions, создаем цикл for, где у нас переменная v будет пробегать по уже строке Word, которую мы привели к одному регистру. И далее с помощью условий будем проверять. То есть если в нашей строке Word, в которой мы сейчас применяем метод count, в качестве параметра передаем букву, которую мы рассматриваем. То есть если эта буква встречается больше одного раза, соответственно, по условию мы должны заменить ее на символ закрывающейся скобки. Поэтому пишем это условие перед if. Соответственно, закрывающаяся скобка. Если вот это условие выполняется, в наш список добавится вот эта закрывающаяся скобка. Если это условие не выполняется, то пишем else и, соответственно, добавляем противоположную скобку, закрывающуюся. Получаем, собственно, список из скобок. И нам остается только эти скобки склеить между собой. Делаем мы это с помощью метода join, который применяем к пустому значению. В результате мы получим строчку, состоящую из скобок в нужной последовательности. Давайте проверим. Задача решена. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк. До свидания.